Рад, которого сильно недооценивали, ограничился тем, что стал второстепенной частью группы, в которой он находился, чтобы не привлекать к себе внимания. Так вот, он часто отправлялся в рейды со своей командой и помогал им насколько мог, скрывая свою силу, чтобы не быть слишком занятым и не проверять на своей больной сестре. Для него лучше всего заниматься своим делом незаметно, ведь он вступил в гильдию только для того, чтобы отправиться на охоту в лабиринт. И надеюсь найти печально известное сокровище, исполняющее желание, которое может быть спрятано в одном из лабиринтов. Рад планирует использовать это сокровище для исцеления своих 6 сестер, чтобы она снова стала цельной. Однако однажды во время одной из поисков Рада в лабиринте со своими коллегами ситуация меняется к худшему. На этот раз они столкнулись с монстром-големом, который чуть не настиг их всех. Команда разделена на нескольких пользователей магии с разными ролями, такими как атака, исцеление и, самое главное, танк, который защищает всю команду своей жизнью и щитом. Одновременно прокладывая путь другим, участники должны либо сбежать, либо атаковать монстра в лоб. Будучи единственным танком в команде, Рад старается выполнять свою работу должным образом и защищать своих товарищей по команде от нападения монстра. Битва между командой и монстром С-класса длится часами, пока не вмешивается их напыщенный лидер, чтобы полностью уничтожить монстра. На следующий день Рад приходит в гильдию пораньше для выполнения следующего задания. Ожидая, когда придет другой, он погружается в мечты и начинает думать о своей милой младшей сестренке Манише. Для некоторых Рад, возможно, в какой-то степени влюблен в свою сестру, судя по тому, сколько раз он думает и фантазирует о том, как она просто зовет его по имени. В тот день Нин, единственная благородная святая в их группе героев, снова заметила, что ему чего-то не хватает, и вернула его к реальности. Рад обвиняет ее в том, что она испортила ему веселый день, и спрашивает, почему она совершила такой немыслимый поступок. Однако Нин говорит ему, чтобы он перестал корчить глупые рожи перед всеми в гильдии, чтобы они все не думали, что он странный или что-то в этом роде. Именно тогда Рад огляделся и заметил, что люди пялятся на него. Он немного смутился и извинился перед всеми за то, что вывел их из себя. Двигаясь дальше, Нин советует ему попробовать думать о другом человеке, вместо того, чтобы просто фантазировать о своей младшей сестре как педофил. Рад, однако, просит еще кое-что прояснить, и Нин советует ему подумать о романтике. Так он сможет больше замечать тех, кто к нему неравнодушен. Наш мальчик Рад так и не смог получить зеленый флажок, чтобы понять, что он действительно нравится Нину. Он продолжает хвалить Манику, называя ее милой и ласковой, что выводит Нина из себя. Она пытается выместить это на бедном Раде, но потом Рад начинает болтать о неизлечимой болезни своей сестры и о том, как сильно ему поможет тайное сокровище лабиринта. Эта болезнь исчезла с ее тела. В этот момент Нин понял, что было бы неразумно и дальше злиться на грустного брата. Так вот, она пытается подбодрить его. Это, похоже, подтолкнуло Рада к дальнейшим самоуничижительным мыслям, когда он рассказывает о своих действиях во время предыдущего рейда в лабиринт. Очевидно, на этот раз у Рада слишком быстро закончились магические очки, и он не понимал, почему это произошло. Нин тоже присоединяется к обсуждению и пытается выяснить, что же могло произойти. Что еще хуже, Рад говорит ей, что его поглощенный щит быстро ослабевает каждый раз, когда он входит в лабиринт вместе со всеми остальными. Он перепробовал все, принимал зелья, произносил исцеляющие заклинания и даже обращался к святой Нин, она же целительница команды, но, похоже, ничего не помогало. Чтобы уменьшить проблему. Услышав, как ее любовник рассказывает о своих неудачах, Нин решила, что этого достаточно. Она высказалась и посоветовала ему больше верить в свои силы. У Руда самый высокий показатель поглощенного щита, равный 9999, и его сила очень велика, и она посоветовала ему не стыдиться демонстрировать ее всем окружающим. Она продолжает подбадривать его до тех пор, пока не появляется великий герой Кай Глаз, он же лидер их отряда героев. С остальными Лилией и Лили, с кучей других головорезов. Он подошел к грубияну и без предупреждения уволил его на месте. Однако, прежде чем отпустить его, он знакомит своего сменщика с Рудом и просит пожелать им удачи. Нин приходит в замешательство и просит у Кейгласа объяснений. С самодовольным видом Кейглас снова стреляет в Роуда и напоминает ему о его ужасном выступлении в лабиринте накануне. Кейглас посчитал, что Руду нет необходимости оставаться в команде из-за недостатка сил. Вместо того, чтобы разобраться с источником проблемы, Кейглас счел необходимым расправиться с Радом железным кулаком. Нин все еще пытается объяснить ситуацию Кеглесу. Но затем Кейлис обвиняет Руда в том, что он пренебрегает своими обязанностями и подвергает их всех опасности, даже когда он всего лишь пытался защитить их. Кроме того, он подходит к своим сменщикам, кучке новичков в танках уклонения, и называет их лучше, чем сам большой человек. Удрученный, Рад остается застывшим в своей позе и слушает, как никчемный Кейглас вытесняет его из группы, в которую он так верил. Собравшись с мыслями, Рад набирается смелости уйти и покинуть гильдию с достоинством. Как будто его слов было недостаточно, Кейлис забирает меч Рада и называет его некомпетентным танком, прежде чем расхохотаться во все горло и выйти из гильдии, как последний засранец, которым он и является. Вскоре после этого Нин со слезами на глазах подходит к Раду и спрашивает его, куда он собирается идти теперь, когда потерял свою единственную работу в Капитолии. Рад говорит ей, чтобы она не слишком беспокоилась о нем, и что он будет прекрасно себя чувствовать, живя со своей сестрой в маленьком городке Авансия, где она живет. Прежде чем расстаться, Род приглашает Нин навестить его в Авансии в любое время, когда она захочет. Луч надежды озаряет лицо Нин, когда она обещает навестить
навестить его в ближайшее время. После этого они расстаются и возвращаются к своим повседневным делам. Рад, с другой стороны, слоняется вокруг городского фонтана. Вот он сидит и размышляет о странном преимуществе, связанном с его защитными способностями. В то время Рад еще не до конца осознавал масштабы своей силы. Так вот, он считал, что утечка энергии – это скорее недостаток, чем скрытое благо. Теперь, когда он потерял работу авантюриста, все это не имеет значения. Погружаясь в свою новую реальность, он случайно слышит, как трое авантюристов ранга D жалуются на то, что им приходится наниматься в эскорт-службу в Харас. Город, расположенный немного впереди Авансии. Рад складывает 2 и 2 и понимает, что он был бы в безопасности, если бы смог им помочь. Так вот, он решил присоединиться к ним без оплаты. Прежде чем принять его в свою команду, коротышки спросили, какой у него ранг авантюриста. Лицо Рада исказилось от страха, когда он понял, что все еще находится в ранге F. К счастью, один из коротышек помнит лицо Рада с вечеринки героев. Репутация Рада помогает ему в этот день, и все они позволяют ему присоединиться к их команде. Вскоре появляется их клиент и знакомится с авантюристами, которые должны его защищать. Не мудрствуя лукаво, все они садятся в экипаж, направляющийся из города в Карас. Рут устраивается на поездку, которая станет лучшей в его жизни, и заканчивает тем, что наслаждается временем, проведенным с маленькими искателями приключений. К счастью, на протяжении большей части путешествия ничего не происходит. Однажды ночью Рад и остальные проезжают через туманный лес, и у них возникают серьезные подозрения. Поскольку они уже почти добрались до места назначения, Рад решает пробираться сквозь туман, чтобы добраться туда целым и невредимым. Они медленно едут сквозь туман, пока Рад не приказывает им остановиться, услышав, как кто-то дышит из тумана. Присмотревшись повнимательнее, Рад выходит вперед и обнаруживает рядом с собой седовласую леди. Он некоторое время оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что она не заманивает его в ловушку. Когда он уверен, что она не такая уж плохая, он наклоняется и пытается заговорить с девочкой. Девочка съеживается от страха и пытается прогнать его прочь. Однако Рад ее не испугался. Так вот, он подходит ближе и находит волшебный камень у нее на груди после того, как узнает, насколько она раздета. Сбитый с толку, он перебирает в уме все возможные варианты, но у него не хватает времени, чтобы прийти к выводу, что вскоре появится лесная змея. Пока все бегут прятаться от змеи, Рад достает свой щит, чтобы встретиться со змеей лицом к лицу, как чемпион. Он подзывает змею и провоцирует ее, чтобы она напала на него. Это срабатывает, и змея поворачивает голову в сторону Руда, прежде чем выплюнуть свой кислый яд на его щит. Защищаясь от яда, Руд приказывает остальным атаковать, пока она отвлекается. К сожалению, все они были слишком напуганы, чтобы напасть на него, поэтому змея напала на него и чуть не вырубила. К счастью, видение плачущей младшей сестры Маниши возвращает его к реальности и побуждает встать на ноги. Однако на этот раз он приказывает искателям приключений собраться с силами и сражаться со змеей изо всех сил, в то время как он блокирует все ее атаки. Змея продолжает нападать на Рада и создает для остальных возможность атаковать ее. Другие искатели приключений находят эту возможность и используют ее, чтобы нанести несколько ударов по змее. Змея готовит смертельный удар и зарывается в землю, чтобы набрать достаточную скорость и убить Рада. Рад стоит на своем и блокирует атаку, оглушая змею в процессе. Не успевает он опомниться, как дети собираются для финальной атаки и в конечном итоге уничтожают змею. После победы над змеей Рад велит детям разделать змею, а сам отойдет немного дальше, чтобы проведать маленькую девочку, которую он нашел ранее. Он находит ее спокойно сидящей и спрашивает, не убегает ли она от змеи. Девочка говорит ему, что на самом деле она убегала от змеи, но опять же в данный момент ей некуда идти. Руд сжалился над ней и пригласил ее поехать в его родной город в Авансии, чтобы она могла жить с ним и его сестрой. Девочка старается быть скромной, но с другой стороны Руд настаивает, чтобы она поехала с ним в это место. Так вот, девочка в конце концов поддается его уговорам и берет его за руки. Вскоре после этого появляется клиент и предлагает Раду свою мантию в качестве подарка за то, что он помог ему победить монстра. Рад отдает девушке мантию и отпускает ее переодеться, прежде чем продолжить свое путешествие. Когда она убегает от него, Рад думает о том, что на самом деле эта женщина была гомункулом, и задается вопросом, какой тяжелой должно быть была ее жизнь. Особенно теперь, когда ей пришлось путешествовать одной. Он говорит клиентке, чтобы она не слишком беспокоилась о ней, и что с этого момента он обязательно позаботится о ней. На следующий день Рад и девочка Гомункулус прибывают в Ивантию и расстаются с клиентом и 3 другими детьми-авантюристами Ди-ранга. Прежде чем отпустить его, 3 детей пытаются завербовать их в свою группу. Но опять же Рад отклоняет их предложение и говорит им о своих истинных намерениях найти священный предмет, который может исполнить любое его желание. 3 детей говорят о гомункулах и оскорбляют каждую их частичку. Рад проверяет девочку Гомункула, стоящую рядом с ним, и обнаруживает, что она визжит от оскорблений. Поэтому он быстро останавливает детей, чтобы они не говорили слишком много о гомункулах, а затем уходит с девочкой. По дороге домой Рад ведет девочку Гомункулуса через красивые уголки леса и знакомится с Радом. Затем он поворачивается к девочке и спрашивает, как ее зовут. Девочка дает ему понять, что у нее нет имени. Рад очень сочувствует бедной девочке и с тех пор называет ее Луной. Девочка очень благодарна ему и принимает свое новое имя. Они вдвоем продолжают свое путешествие до наступления темноты. После ужина на них нападают дикие собаки, и Луна убивает их всех своим ножом. Рад, который был свидетелем всего этого, понимает, что Луна должно быть нелегальный гомункулус. Тем не менее, он знает, что не может бросить ее теперь, когда он нашел ее. Поэтому он спрашивает ее о ее способностях. Луна говорит ему, что у нее есть навык, который усиливает магию, а также навык поддержки личности,
готовки – очень редкий навык, который, как считалось, был утерян в истории. Рад, не теряя времени, просит леди рассказать ему, в чем заключается его умение. Луна прикасается к Раду и использует свою магию поддержки, чтобы определить 4 умения, присущие Раду. Первое – провоцировать. Следующее – здоровое тело, преобразование жизни, которое позволяет Раду преобразовать поглощающий щит, который он истощил, в силу, чтобы он мог использовать его в качестве наступательной атаки. Наконец, есть щит жертвоприношения, навык, который позволяет Раду относиться к поглощающим щитам своих союзников как к своим собственным. Защищая их, Рад может принимать урон от других и воспринимать его как свой собственный. Рад внезапно понимает, почему его ценности так долго обесценивались. Он все это время брал на себя ответственность за ущерб, нанесенный его коллегам, и обменивал их на очки ценности. Рад смеется над осознанием этого и благодарит Луну за помощь. На рассвете следующего дня Рад и Луна прибывают в маленький городок Авансия. По прибытии в город, где живет его сестра, Рад берет Луну с собой на небольшую экскурсию по городу, чтобы убедиться в чистоте и счастливой атмосфере людей, живущих там. Когда они идут через город к дому его сестры, к нему подбегает рыжеволосая девушка и крепко обнимает его. Эта дама, похоже, знала Рада, и поэтому он ей очень нравился. Вскоре после этого другая дама, одетая рыцарем, подошла к Раду и оттащила рыжеволосую девушку подальше от Рада, чтобы он мог сам распоряжаться своим телом. Рад согрелся в компании обеих девушек и тепло поприветствовал их. Затем он спросил их, что они делали в своей маленькой деревушке, и рыжеволосая леди сказала ему, что она приехала сюда, чтобы купить молоток. Что касается второй леди Филы, она сказала Руду, что она там на патрулировании, судя по ее манере одеваться. Фила сообщает Руду, что она только что вернулась с проверки его младшей сестры Маники и говорит ему, чтобы он не слишком беспокоился о ней, поскольку у нее все хорошо. Пока все в порядке. Руд благодарит Филу и других горожан за то, что они помогли ему присмотреть за его сестрой. Пока Фила говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом, рыжеволосая леди оглядывается по сторонам и видит Луну, прячущуюся за спиной Руда. Она расспрашивает Руда о ней и узнает о личности Луны. Рыжеволосая девочка чувствует жалость к Луне и решает представиться маленькой девочке. Она называет себя Миленой, девушкой из плаката кузнеца, а затем поворачивается к Филе, чтобы представиться. Филе становится слишком застенчивой и даже путается в словах. В конце концов, она представилась как заместитель руководителя городской стражи. Рад заметил это и упрекнул ее в застенчивости. В группе поднялся небольшой шум, но в конце концов все улыбнулись милой Луне. Позже Рад приезжает к своей сестре и обнаруживает, что все его любимые блюда уже приготовлены и готовы к употреблению. Он делает несколько шагов вперед и, наконец, сталкивается лицом к лицу со своей сестрой Манишей, которая приветствует его возвращение к себе домой. Не дожидаясь ответа от своего брата, Маниша подходит ближе к брату и прямо спрашивает его о том, кто такая Луна. Руд шокирован ответом, но с другой стороны, он очень рад увидеть свою младшую сестру после долгой разлуки. Он знакомит сестру с Луной и ее происхождением и позволяет им обоим наладить контакт. В то же время он продолжает смотреть на свою младшую сестру, удивляясь, насколько она красива. После надлежащего представления Маниша приглашает их за свой обеденный стол и просит отведать блюда, которые она для них приготовила. Руд и Луна садятся за стол и поглощают все, что приготовила для них Маниша. Как только они заканчивают, Менацея возвращается на кухню, чтобы приготовить для них второе. Руди пытается отговорить ее готовить слишком много еды, но с другой стороны, Маникья не готова прекратить готовить для своего драгоценного брата и его друга. Поэтому она обсуждает факты с Радом, пока он не разрешает ей продолжать готовить. Чтобы уменьшить ее стресс, он присоединяется и помогает ей готовить, и они все хорошо проводят время. Луна, которая наблюдала за ссорой брата и сестры, немного забеспокоилась и грубо спросила, почему волосы Маниши всегда дергаются и двигаются в странных направлениях. Рад немного посмеивается и рассказывает ей о физической особенности Маниши, которая заставляет ее волосы двигаться в соответствии с эмоциями. Рад поворачивается к своей сестре, пока она готовит, и спрашивает ее, как она узнала, что он вернется домой. Может быть, все дело в ее мастерстве? Ну что же, Манисия отвечает и говорит ему, что у нее просто было предчувствие, что он вернется домой в тот день. Это так растапливает сердце Руда, что он даже немного прослезился, осознав, как сильно его маленький брат заботится о нем. В этот момент Маниша очень устает от его милого вида и оскорбляет его за это. Скоро еда будет готова, и они все усядутся за стол, чтобы насладиться вкусными блюдами. Луна садится и с жадностью поглощает еду, и даже доходит до того, что неправильно держит ложку. Маниша отчитывает ее за это, и Луна становится очень угрюмой из-за того, что она сделала такую ужасную вещь. Она встает со стула, опускается на колени и умоляет Манишу простить ее за ее грехи. Затем она переходит к объяснению того, как плохо обстояли дела с ее спиной, когда она была в плену, говоря им, что тогда у нее редко была возможность нормально поесть. Маниша встает со стула и учит Луну, как правильно держать ложку. Она обещает научить ее жить по-человечески и заверяет, что ей не нужно беспокоиться о том, чтобы слиться с толпой. В течение следующих нескольких дней Луна узнает все, что нужно знать о кулинарии и о том, как быть человеком. Однажды утром Луна отправляется на кухню и готовит вкусный завтрак для Рада и его сестры. Когда Рад и Маниша накрывают на стол, они оба откусывают
по кусочку и удивляются тому, насколько вкусным все получается. После еды Маниша предлагает показать Луне город, так как в это время день кажется довольно ярким. Рад считает, что это отличная идея, поэтому он поддерживает заявление Маниши. Чтобы помочь ей смешаться с толпой, Маниша встает и идет в свою комнату, чтобы взять какую-нибудь одежду для маленькой Луны, которую она наденет на выход. Рад, с другой стороны, был очень рад предстоящей прогулке с Луной. Что касается Луны, то наша девочка была до смерти напугана тем, что могло произойти снаружи. Через несколько секунд появляется Маниша со своей лучшей одеждой и предлагает Луне переодеться. Но опять же, Луна очень боится показывать Мансии свою обнаженную кожу. Она берет одежду и бежит в пустую комнату, чтобы переодеться в свою одежду. Когда она заканчивает, она возвращается на улицу и следует за Радом на их прогулку. Рад несколько часов водил ее по окрестностям, а потом столкнулся с мистером Райсом, отцом Малины. Он зашел послушать разглагольствование Райса о том, что он женится на его дочери, и представил Луну как своего друга. Двигаясь дальше, он обсуждает с Райсом изготовление еще одного меча и надеется, что кузнец сможет что-то сделать для него. Райс соглашается сделать для него что-то невероятное взамен его прежнего меча. Перед уходом он спрашивает Рада, не позволит ли тот Малине поработать с ним над созданием меча. Рад дает ему понять, что для нее это абсолютно нормально, и обещает вернуться за мечом, когда придет время. Ризал предлагает Рад показать Луне чудовищный лес, где чудовищные овощи и растения превращаются в монстров. Рад решает, что это тоже хорошая идея показать ей окрестности, поэтому он берет ее с собой на ферму и объясняет ей несколько фактов о растениях. Вскоре появляются двое детей, которые начинают эмоционально издеваться над Радом. Они ошибочно принимают Луну за его девушку, но с другой стороны Рад дает им понять, что Луна просто друг. Один из коротышек дразнит Рада за то, что он слишком сильно заботится о своей сестре, и объясняет это тем, что у него до сих пор нет девушки. Рад злится, но потом успокаивается с детьми. Вскоре появляется их начальник и гонит их обратно на работу. Такой подход со стороны начальника заставляет Луну вспомнить, как ужасно с ней тогда обращались. Это заставляет ее застыть в своей позе. Бабушка-супервайзер, которая была ранее, бабушка Джиджи, появляется и находит Рада с Луной, которая все еще застыла на месте. Рад возвращает ее к реальности и представляет Луну Джиджи как их аптекаря. Луна прячется за спиной Рада, как будто боится бабушки. Однако бабушка воспринимает это как пустяк и говорит Луне приходить в ее аптеку в любое время, когда ей что-то понадобится, чтобы вылечить что-то. Чтобы сделать все еще приятнее, она приглашает Луну пойти с ней собирать шпинат. Прежде чем Луна успела ответить, появились еще 3 ночных патруля, чтобы подразнить Рада за то, что он привел домой подружку. Рад говорит им всем, что Луна его друг, и затем они все смешиваются с толпой. Луна знакомится с людьми и присоединяется к ним, чтобы в течение дня заняться сбором урожая. Забрав корзину фруктов с фермы, Луна и Рад отправляются домой. По дороге Рад извиняется за бесконечные вопросы горожан и просит ее не слишком задумываться о том, что они все наговорили. Луна заверяет его, что у нее все хорошо, а затем берет из корзины кусочек желтого фрукта и съедает его. Она наслаждается фруктами и ценит, насколько теплая и добрая атмосфера царит в городе. Она хочет остаться здесь навсегда, чтобы обрести истинный покой. Однако она знает, что не сможет оставаться там вечно, если все еще будет скрывать свою истинную сущность от своего благодетеля. С этими словами она берет руки Рада и кладет их себе на грудь. Рад, который уже знал, что там находится, притворился, что ничего не знает. Луна показала себя боевым гомункулом, который был выведен в соседней стране для борьбы с ними. При этом она проливает слезы и извиняется за то, что скрывала что-то от Рада. Рад останавливает ее слезы, а затем говорит ей, что на самом деле он знал, что она гомункул, но все равно решил помочь ей в трудную минуту. Удивленная Луна спрашивает его, почему он так поступил, и Рад говорит ей, что это потому, что она напоминает ему его самого и его сестра еще тогда, когда они были моложе. Луна напоминает ему о своей личности и дает ему понять, что помогать кому-то вроде нее преступление. Рад по-прежнему настаивает на том, чтобы она оставалась с ним, и немного соглашается с ее логикой. В конце концов, Луна становится очень счастлива жить как человек и решает сделать это, пожимая Раду руку и называя его хозяином. В тот вечер Луна раскрывает перед Маней свою истинную сущность и очищает свое имя. Маня спрашивает, будет ли она и дальше ее подругой, и Луна радостно отвечает, что она будет ее лучшей подругой. Когда Луна обнимает ее, Манеция поворачивается к своему брату и благодарит его за то, что он позаботился о Луне. Позже в тот же день Луна и остальные отправляются в особняк, чтобы помочь навести там порядок. Вскоре появляется Манеция с чаем, который она специально приготовила, и подает его своим людям. Каждый парень, включая ее брата, подбегает к ней и хватает чашку, прежде чем выпить ее залпом. После этого они обсуждают еще несколько случайных вещей, и Маниша в конце концов дает понять своему брату, что она может постоять за себя. Вскоре после этого один из уборщиков вызывает Рада на дуэль. Рад, однако, считает, что поединок 1 на 1 – это хорошая возможность проверить свои силы. Филадельфия принимает вызов и выходит на улицу вместе с Радом, чтобы сразиться с ним. Когда начинается драка, они оба молчат около 20 секунд. Затем Филадельфия делает первый ход и непрерывно бьет по щиту Рада. Рад блокирует все ее атаки своим поглощенным щитом и в итоге теряет боевые очки на ходу. В конце концов они оба заходят в тупик,
и Рад отвлекается, когда Луна зовет его из зала. Фила замечает это и, воспользовавшись моментом, без промедления нападает на Рада. Рад принимает удар на себя и теряет равновесие. Филлис видит в этом свой шанс напасть на него и идет вслепую. К ее удивлению, Рад не был беспомощен, поскольку использовал свою другую силу – преобразование жизни, чтобы вывести ее из равновесия. Таким образом, их схватки заканчиваются, и оба воина пожимают друг другу руки, как взрослые воины, прежде чем поставить точку. Грубиян смотрит на толпу и спрашивает, есть ли еще кто-нибудь из претендентов. Большинство из них убегают как трусы, а остальные толпятся вокруг гордого Руда. Что касается Маниши, то она немного грустит из-за своей болезни и вспоминает те ужасные вещи, через которые ей пришлось пройти в детстве. Внезапно она просыпается посреди ночи и улыбается любви своего старшего брата к ней. Однако ей становится любопытно, и она начинает задумываться о том, как ее болезнь повлияла на жизнь ее брата. Живет ли он своей жизнью так, как считает нужным? Или он просто жертвует всем, чтобы спасти ее жизнь? Маниша задается вопросом. На следующее утро Маниша просыпается как можно раньше, чтобы успеть сделать все по дому. Рад просыпается вскоре после этого и спускается вниз, чтобы поприветствовать свою сестру, которая готовит завтрак. Рад пытается заговорить с ней, но опять же Маниша вела себя странно в то утро, как будто она не хотела иметь с ним ничего общего. Или, может быть, он что-то сделал неправильно. Прежде чем Рад успел что-либо сказать, Луна спустилась вниз, расстроенная из-за того, что так поздно проснулась. Она спускается по лестнице и просит у всех прощения за то, что так поздно проснулась и не успела приготовить завтрак. К своему удивлению, она обнаруживает, что стол заставлен едой, и благодарит Манишу за помощь. Судя по всему, Луна не была жаворонком, поэтому было вполне понятно, что она просыпалась довольно поздно, чтобы позавтракать. Тем не менее, Луна изо всех сил старается держать свои волосы в порядке, но с другой стороны, Рад дает ей понять, что он всегда рядом и всегда поможет ей во всем, что, по ее мнению, у нее не получается. Луна заинтересовалась газетой, которую читает Рад, и ей очень хочется стать такой же знающей, как Рад и его сестра Маниша. Рад рассказывает ей об ученичестве, которое они с Маншей прошли, когда жили в трущобах, и дает ей понять, что они научились всему, что знают сейчас, благодаря этому единственному ученичеству. Луна благодарит их за то, что они подарили ей жизнь, о которой она всегда мечтала, но затем просит Руда рассказать ей больше об ученичестве. Тогда добрые дворяне королевства организовали образовательную программу для трущобных крыс, чтобы помочь им избавиться от менталитета трущоб, а также дать им возможность взять на себя ответственность, должности с высоким уважением и статусом. Большинство детей из трущоб отправляли в вечернюю школу, чтобы они усердно тренировались и могли стать стражами нации. Маниша, услышав все, что ее брат рассказывал Луне, вспоминает одну из тех ужасных вещей, которые она слышала от людей, сплетничающих о ней и ее болезни. Она надолго погружается в свои мысли, пока ее брат Рад не возвращает ее к реальности. После того, как она обратила на него внимание, Рад просит Манишу сказать ему, не понадобится ли ей что-нибудь позже в тот же день, так как он скоро уезжает в город. Чтобы понять, почему Маниша так плохо себя чувствует из-за своей болезни, показано воспоминание, иллюстрирующее то, что произошло, когда Маниша и Рад были еще студентами. Тогда Маниша пряталась за тенью своего брата и наблюдала, как все ласкают его, как лучшего ученика всей школы. Все возлагали на Рада очень большие надежды, и большинство из них никогда не ожидали того, что с ним случилось позже. Однажды в школе Маниша уходит от своего брата в пустую часть школьного здания. Там она находит 3 девочек, которые сплетничают о ней и ее брате Раде. Слабаки жаловались на неизлечимую болезнь Маниши и связывали это с причиной, по которой Рад поступил в академию. Они были в бешенстве из-за того, что Рад основывал свои жизненные решения на том, чтобы спасти свою сестру в одиночку, а не получать удовольствие от жизни или что-то в этом роде. А еще лучше быть с такими клоунами, как они. Маниша понимает суть и возвращается в свою каюту, ломая голову над такими незначительными проблемами. Даже после флешбека Луна видит, что Маниша все еще напряженно размышляет над сплетнями. Она сидит на своей кровати и просит подсказок о том, что ее расстраивает. Луна извиняется за то, что ее не было рядом, и просит предоставить дополнительную информацию о том, что с ней происходит. После того, как Маниша привлекла ее внимание, она наконец заговорила и рассказала ей обо всем. Очевидно, она думает, что является единственной причиной, по которой ее старший брат был вынужден вести замкнутый образ жизни. Луна, выслушав все, что рассказала Маниша, призналась, что большую часть своей жизни была одинока. Однако она посоветовала Манише подумать о том, чтобы поговорить с Радом, чтобы она могла узнать, как он на самом деле относится ко всему этому. Из того, что она может сказать, Рад сильно отличается от других своей заботой и вдумчивостью. То, что он спас ее, является достаточным доказательством того, что он не такой, как все. Манисия подумывает последовать совету Луны, но опять же она запутывается, так как не знает, как взаимодействовать с Радом. Именно в этот момент ее навыки начинают улучшаться, и она понимает, что Рад возвращается домой со своей прогулки. Она мечется по комнате, не зная, что делать в это время. К счастью, Луна успокаивает ее и побуждает поговорить с ним. Вскоре после этого Маниша просит аудиенции у своего брата и Луны. После того, как Маниша привлекла всеобщее внимание, она не знает, что сказать. Луна держит ее за руку и подбадривает, чтобы она могла высказать все, что у нее на душе. Маниша начинает с того, что спрашивает своего брата, действительно ли ему нравится та жизнь, которой он живет в данный момент. Рад дает ей понять, что он любит свою жизнь. Ей от этого становится немного не по себе, но в конце концов она спрашивает его, почему он остался, чтобы помочь ей вернуться, когда болезнь взяла над ней верх. Рад улыбается и говорит ей, что это потому, что она уже спасала его раньше. Удивленная Маниша просит его разъяснить свои претензии. Рад возвращает ее память к тому времени, когда они были малышами. В то время у Рада была инвалидность, которая делала его крупнее других детей его возраста. В результате многие дети убегали от него, чтобы он в конечном
конечном итоге не причинил им вреда. Единственным человеком, который оставался рядом с ним тогда, была его младшая сестра Маня. В те времена Маня из кожи вон лезла, чтобы поиграть с Радом, чтобы он не остался в одиночестве. Рад говорит ей, что этот единственный акт доброты, единственная причина, по которой он не может заставить себя бросить Менишу, когда она больше всего в нем нуждается. По его словам, он чувствует себя счастливее всего, когда он с ней. Услышав эти слова, Минисия расплакалась и извинилась за то, что закончила за него. Рад говорит ей, чтобы она не беспокоилась о том, что ей будет неловко по отношению к нему, так как иногда он может быть немного неловким. С этими словами Маниша обнимает своего брата и возвращается к своему нормальному состоянию. В завершение краткой встречи Рад и Маниша поблагодарили Луну за то, что она подтолкнула Манишу в правильном направлении. Смущенная Луна выбегает из комнаты и направляется на кухню, чтобы приготовить ужин для всей семьи. После того, как она ушла, Рад и его сестра слышат, как кто-то стучит в дверь. Они открывают дверь и с удивлением обнаруживают Нин по ту сторону. Удивленный грубо спрашивает Нин, как ей удалось получить разрешение от придурка Кайгласа приехать в его часть города. Нин рассказывает, что случилось с грубияном, и уходит ошеломленный результатами его отсутствия. С тех пор, как он ушел, не было никого, кто мог бы защитить их команду и компенсировать нанесенный им урон. Так вот, команда стала еще более безвкусной, а Кейглас был слишком туп, чтобы понять почему. Во время одной из миссий в лабиринте, Кайглас и его коллеги потеряли большую часть своего поглощающего щита. Из-за того, что Кайглас запутался во всем этом, вокруг них начали формироваться порталы, и не успели они опомниться, как к шоу присоединилось еще больше монстров. Кайглас пытается использовать свои печально известные способности к спасению жизни, чтобы уничтожить врага. Однако он не смог собрать достаточно энергии, чтобы сделать правильный удар, так как его магические способности были слишком низкими. Он внезапно осознает, что Рад, танк их команды, был тем человеком, который помогал им все это время. Непреклонный в своих ясных мыслях, Кейглас поднимает свой меч и использует всю свою энергию, чтобы создать атаку, достаточно мощную, чтобы сразить одного из врагов. После победы только над одним врагом его люди советуют ему вернуться на нижние этажи для проведения остальных атак, чтобы они не заканчивались до того, как тебя убьют монстры. Киглес, будучи Киглесом, запрещает своим людям отказываться от участия в битве. Он атакует в одиночку и пытается использовать свой запас жизни еще раз, чтобы уничтожить следующего монстра. К счастью, его сила была уже слишком мала, чтобы это сделать. Монстр настигает его и уничтожает то, что осталось от его щита. В этот момент Киглас испугался за свою жизнь и начал отчаянно убегать. Монстр догнал его и сломал ему еще несколько костей, прежде чем начать свою последнюю атаку. К счастью для этого придурка, члены его команды решили спасти его от неминуемой смерти, подобрав Кейглас и телепортировав его из лабиринта. Как будто этого ужасного опыта было недостаточно для него, Кейглас все еще винил членов своей команды в их неудаче. Нин, который уже порядком надоела его болтовня, противостоит ему и обвиняет в том, что он отлынивает от тренировок. С тех пор, как Роуд ушел, некому было компенсировать ему ущерб. Таким образом, магические способности Кайгласа истощаются намного быстрее, чем он успевает использовать свой хрупкий запас жизни. Даже после того, как ему были представлены все факты, Киглас по-прежнему отказывался брать на себя вину за свою неудачу. Это разозлило Нина и остальных, так что они вообще покинули команду. Кейглас пообещал отомстить им всем за то, что они бросили его в самые трудные времена. Услышав обо всем, что произошло, Рад рассказывает Нинну о новых вещах, которые он узнал благодаря своим способностям. И извиняется за то, что не определил свои навыки с самого начала. После этого Нин возвращается к своему обычному состоянию и просит Рада сделать то же самое. Через несколько секунд появляются Манеция и Луна, чтобы поздороваться. Нин представляется бывшей коллегой Рада и обещает задержаться здесь на некоторое время, прежде чем отправиться обратно в город. Услышав это, Рад немного волнуется и пытается рассказать ей о гостиницах в их городе. Маниша предлагает Нин пожить у них некоторое время, и она немедленно соглашается на это предложение. Рад отводит Манишу в секретную часть комнаты и рассказывает ей о тайной личности Нин, которая заключается в том, чтобы быть святой. И он чувствует, что их дом, возможно, не соответствует тому, что она хочет. Он привык к этому. Нин, однако, велит ему отказаться от этой идеи и бросается в свою комнату, чтобы остаться там на некоторое время. Она запрыгнула на кровать и обняла подушку так крепко, как только могла. Затем она подняла ноги чуть выше, чтобы побудить Рада влюбиться в нее. Рад, с другой стороны, дал ей понять, что будет спать на диване в гостиной, и это немного расстроило Нин. Она дала понять Раду, что не возражает спать с ним в одной постели. Рад немного растерялся и попросил ее прекратить это представление. Нин встает с кровати и краснея говорит Раду, что она серьезно относится к своим заявлениям. В комнате воцаряется небольшая тишина, которую прерывает Фил, спешащий показать Раду кое-что. Судя по всему, в саду появилось чудовище и угрожало расправиться с рыцарями, присутствовавшими на поле боя. Рад немедленно покинул свой дом и отправился в сад, чтобы найти монстра и сразиться с ним вместе с Луной и Нин. Добравшись туда, они испытали сильнейший шок в своей жизни, обнаружив странного монстра, покрытого фиолетово-черными миазмами. Нин пытается избавиться от монстра, но опять же это совсем не помогает. Рад начинает относиться к монстру серьезно и задается вопросом, не связана ли проблема с его магической сущностью. Как раз в этот момент рыцарь подкрадывается к монстру сзади и пытается напасть на него.
его. Монстр оттолкнул его и бросился на него, чтобы прикончить. Рад использует свое провоцирующее магическое заклинание, чтобы заставить монстра встретиться с ним лицом к лицу. Он стоит на своем и защищается от атак монстра, оставляя при этом возможность для атаки противника. Монстр продемонстрировал впечатляющие приемы уклонения от большинства их атак. Солдаты получают достаточно урона, и это на некоторое время истощает силы Рада. После исцеления Луной Нин Рад приходит в норму и говорит солдатам продолжать атаковать монстра, пока они еще могут. Не мудрствуя лукаво, им удается раздражать монстра до тех пор, пока он не поворачивает назад и не пытается убежать. Чтобы помешать ему вернуться, Луна использует свои силы стены, чтобы остановить монстра, а Рад заканчивает тем, что использует свое преобразование жизни, которое забирает накопленный им урон и возвращает его врагу как наступательная сила, чтобы уничтожить монстра. После боя главный рыцарь подходит к Раду и благодарит его за помощь в уничтожении монстра с помощью дьявольских миазмов. После тщательного осмотра трупа животного, они выяснили, что это черный волк морского происхождения. Однако они немного недоумевают, почему такой волк может быть таким сильным. Чтобы ответить на их вопрос, Луна показывает им два магических кристалла, которые находятся на груди волка. Это может означать только одно. Кто-то из компании гомункулов манипулирует этими животными и помещает в них магические камни, чтобы сделать их намного сильнее, чем обычно. Этой ночью они ложатся спать героями страны, а на следующий день просыпаются с любопытными умами. Рад просматривает утреннюю газету в надежде найти какую-нибудь информацию о монстре, которого они уничтожили накануне. Поискав и ничего не найдя, Рад откладывает газету и на мгновение задумывается о двух волшебных камнях, которые он нашел на груди существа. Вскоре после этого без предупреждения появляется Маникья, садится на колени к своему старшему брату, устраивает шумиху и просит его сестру слезть. Вежливо похлопал его по ноге. Маникья состроила ему милую рожицу и сломила его защиту. В конце концов, грубияна заставляют ласкать свою сестру, чтобы она могла получить удовольствие. Маниша проявляет достаточный интерес к газете, которую читает ее старший брат, и просит его прочитать ей что-нибудь из этого текста. По ходу дела он натыкается на статью, в которой рассказывается о последнем рейде Кейгласа по лабиринту в одиночку. Маниша узнает название и спрашивает об этом своего брата. Она также не забывает упомянуть, как сильно Нин ненавидит этого придурка, и дает ему понять, что она ненавидит его так же сильно. Рад признает личные чувства Нин, и это немного пугает Рада. Маниша, которая удивлена, что ее брат достаточно умен, чтобы заметить чувства Нин к нему, спрашивает его, почему он до сих пор не сделал свой ход. Рад обнимает ее за плечи и говорит ей, что это потому, что он не хочет в конечном итоге привязаться к прекрасной святой, какой он себя знает. Будь слабым человеком, когда дело доходит до поддержания отношений и всего остального. Услышав, как у него изо рта вылетает колпачок, Манича заверяет своего брата, что с ним все будет в порядке. Но опять же, она умоляет его никогда не забывать о ней, если он в конце концов найдет кого-то, кого сможет назвать своим. Рут бросает последний взгляд на свою жену и обещает никогда не бросать ее, когда она больше всего в нем нуждается. Позже в тот же день Фили позвал нескольких искателей приключений из местной гильдии, чтобы они помогли выследить существо хамелеона Конга, которое они нашли бродящим по фруктовым садам не так давно. Так вот, конги-хамелеоны — это существа, которые живут далеко к югу от их земли, но подумать только, что один из них добрался до Аванчии, это просто ошеломляет. Так что они должны пресечь проблему в зародыше и исследовать конгов-хамелеонов как можно быстрее, прежде чем они превратят сады в их место размножения. Более того, вполне вероятно, что такой монстр появился из лабиринта, который только что появился, и если с ними не справиться должным образом, все может обернуться плохо. Все оказалось гораздо хуже, чем ожидалось. Вскоре после выступления один из присутствующих заметил впечатляющий новый меч, который мистер Райзел и его дочь направлялся к Раду. Новый меч Рада дает ему возможность изливать всю свою магическую силу в ману магического камня на мече, чтобы создать огонь. Достаточно мощный, чтобы зажгите меч и превратите его в огненный меч. Рад впечатляюще демонстрирует свои способности перед собравшимися и умудряется получать одобрительные кивки от присутствующих людей. Однако один из парней с рейтингом С наносит удар Раду и оскорбляет его за то, что он парень с рейтингом F, который хорошо владеет мечом. Согласно его безумным мыслям, меч Рада совершенно бесполезен в его руках, и ему не следует позволять использовать такой меч. Он даже заходит так далеко, что говорит такому здоровяку, как Рад, возвращаться домой и плакать в своей постели. Это выводит Луну из себя гораздо больше, чем Рада, хотя обычно так и должно быть. Она поднимает шум и пытается защитить своего босса. Рад, однако, советует ей сохранять спокойствие и просто оставить парня в покое. Он предпочел бы, чтобы его недооценивали, чем переоценивали, так что он довольно спокойно относится к этому маленькому болвану с громким ртом. Во время дискуссии Нин выскакивает и бьет Рада за то, что он не позволил такой святой, как она, назвать его рыцарем. Это так шокирует маленького дурачка, что он подходит ближе к Нин, чтобы убедиться, что она говорит правду. Нин говорит ему, что она даже устала от этого большого парня и хотела бы, чтобы он просто позволил ей присвоить ему звание, которого он заслуживает. Маленький придурок переходит на грубость и спрашивает его, почему он решил остаться в ранге F. Грубиян говорит им, что это потому, что он не хочет, чтобы гильдия вызывала его слишком часто, чтобы у него было время для своей младшей сестры. Как раз в этот момент появляется хамелеон Конг и нападает
нападает на всех, кого видит. К счастью, солдаты быстро передвигались, так что большинство из них могли вовремя блокировать атаки Конга. Рут берет инициативу в свои руки и использует свое провоцирующее заклинание, чтобы обратить внимание Конга на себя. Пока он блокирует его атаки, остальные подкрадываются к Конгу сзади и атакуют его изо всех сил. Все продолжали сражаться с Конгом, как будто ничего плохого не произошло. Однако Рат почувствовал, что с этим Конгом-хамелеоном что-то не так, как будто он пытался вести себя как живой танк, как и он сам. Когда приходит время, Конг вызывает двух других себе подобных и в конце концов окружает их всех. Солдаты зажаты между тремя огромными гориллами, и им некуда деваться. Филла, лидер оперативной группы, струсила и задумалась о том, что ей делать в это время. Рат замечает это и подходит к ней поближе, чтобы вразумить ее как лидера группы. К счастью, к Филле возвращаются силы, она набирает достаточно сил, чтобы защитить трех Конгов и придумать план спасения своего народа от ужасных монстров. После того, как у Рада появился хороший план, он использует свое провоцирующее заклинание, чтобы обратить на себя внимание трех партизан. Отвлекая их внимание, Луна использует свой удар ветра, чтобы нанести ответный удар Конгам. Затем, прежде чем его друзья заметят, что он исчез, они направляют все свои атаки на этого Конга. Грубиян сталкивается лицом к лицу с другим Конгом и вспоминает определенный факт, который он когда-то знал о Конгах-хамелеонах, а именно их слабость к стрельбе. Он зачаровывает свой меч и использует огненную атаку, чтобы ослабить Конга. Фил быстро добирается до ослабленного Конга, пока тот не пришел в себя и не покончил с собой как можно скорее. Затем она поднимает свой меч и приказывает охранникам прикончить его, пока они разбираются с последним. Что касается последнего, то он продолжал атаковать Руда и его щит так сильно, как только мог. Бедняга Дьюти был зол на своих друзей и хотел отомстить. К счастью для Рада, Луна была сильной, так что после того, как он оказался в нужном месте, она работает вместе с Нин, чтобы удержать Конга. Чтобы Рад мог использовать свой огненный меч для атаки и уничтожения последнего Конга-хамелеона. После их ожесточенной битвы все хвалят Рада за то, что он помог им победить хамелеона Конга. Маленький дурачок, которого мы видели ранее, возвращается к толпе и видит, как Рад выполняет работу Господа. Он становится трезвым и извиняется за то, что говорил гадости о Раде и его силе перед боем. Рад, который является самым крутым и зрелым парнем в комнате, говорит ему, чтобы он не слишком беспокоился по этому поводу и дает ему понять, что его поведение нормальное, учитывая, что любой легко мог бы говорить свысока на солдате ранга F. Ты классный парень. Через несколько секунд после того, как ты произнес такие удивительные слова, окружающие тебя Конги-хамелеоны превращаются в ничто, как черный волк, которого ты видел ранее, обнажая свои магические камни. Вскоре после этого кто-то указывает на вход в лабиринт и заставляет Рада беспокоиться о том, что происходит. В тот день все возвращаются домой и выпивают за появление входа в лабиринт где-нибудь в Аванше. Пока вечеринка продолжается, Луна спрашивает Манишу, почему входы в лабиринт так важны для города. Маниша говорит ей, что это потому, что такой внешний вид помогает замедлить сокращение населения в их маленьком городке. Как упоминалось ранее, материалы и магические камни, добытые у существ в лабиринте, несомненно приведут к стремительному росту экономики Авансы. Вскоре появляется Рад, выглядящий обеспокоенным и несчастным. Та маленькая дурочка, что была раньше, пытается пристать к ополченцам, когда с ней там ее старший брат. Ты можешь только догадываться, что произошло после этого. Ну что же, если тебе интересно, Рад ушел с ними выпить. После его ухода появляется Нин, чтобы проведать Луну. После обмена любезностями Луна спрашивает Нина, почему Рот выглядит грустным в тот вечер. Нин говорит ей, что это вероятно из-за проблем, связанных с лабиринтом, поскольку он боится, что все могут попытаться завербовать его на должность рыцаря и лидера отряда, чего он никогда бы не захотел в тот момент. Самое время. Когда его спросили, почему его послали руководить отрядом, Нин рассказал ей о силе Рада и назвал его лучшим кандидатом на пост лидера клана. Луна запуталась еще больше и попросила внести ясность в свои слова. В этот момент появляется Рад и объясняет Луне и Нин концепцию кланов. Он также не забывает упомянуть, насколько важны кланы для развития конкретной нации, а также говорит Луне, что целая страна может пасть без поддержки клана. Прежде чем они успевают закончить разговор, появляется Филлис, пьяная и полуодетая, и облепляет бедного Рада, который просто беспокоится о своей сестре. К счастью, она не причиняет слишком большого вреда, и в ту ночь все спокойно уснули. На следующее утро Рад находит двух хулиганов, дерущихся посреди улицы. Он пытается вразумить их и показывает им кулак. К счастью, ребята получают памятку и возвращаются к нормальной жизни. Вскоре Нин присоединяется к Раду в патрулировании и продолжает передвигаться по городу. По пути счастливые горожане благодарят Рада за то, что он помог им справиться с монстрами из лабиринта ранее. Довольно скоро Рада и Нина вызывают, чтобы они стали свидетелями еще одной драки, которая происходит на глазах у всех. Рад приезжает туда и видит двух лидеров кланов, Герли и Бу, которые пытаются бороться за то, кто останется в городе и станет лучшим искателем приключений. Рад вторгается на их вечеринку и дает им понять, что в городе нет клоунов. Извини, клан. Один из членов клана пытается напасть на Рада и Нин, но тогда самые сильные воины показывают им, кто здесь главный. В конце концов, они извиняются за свою непокорность. Один из них пытался завербовать Рада, чтобы тот стал членом их клана, но опять же Рад не собирался вступать ни в один клан в ближайшее время. Он приветствует их всех в Авансии и позволяет им освоиться в их новой жизни. В этот момент Рут понимает, что в ближайшее время он не покинет Авансию, особенно в таких условиях.
Вскоре кто-то подбегает к нему и сообщает о вызове мистера Вот. Рад как можно скорее добирается до особняка Вот и предоставляет ему аудиенцию, в которой он нуждается. Там Вот предлагает ему два варианта. Во-первых, он создает клан и становится его лидером, чтобы управлять лабиринтом и существами внутри него. Или, во-вторых, он полностью уничтожает лабиринт, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. По словам Уайлда, Капитолий больше не может справляться с чрезмерным количеством лабиринтов, появляющихся по всей стране. Либо город что-то предпринимает по этому поводу, либо его уничтожают, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Рад покидает собрание, размышляя о том, что делать дальше. По дороге домой он сталкивается с другой группой дерущихся придурков и пытается их остановить. Прежде чем он успел это сделать, Луна подбежала к Раду, чтобы сообщить о плохом самочувствии его сестры. Рад вернулся домой и обнаружил, что у его сестры просто была высокая температура. Это место заставило его передумать уничтожать лабиринт. Он просит о встрече с Луной и Нин. Там он объясняет свой план по уничтожению лабиринта, чтобы у него было больше времени проводить со своей сестрой. Луна, однако, подсказывает ему другую идею, как облегчить его проблемы. Если он создаст клан и будет управлять лабиринтом, тогда он сможет поставить ее, Гомункула, во главе клана, пока он беспокоится о своей сестре. Рад немного беспокоится о том, что ему делать. Однако Нин заверила его, что он не должен слишком сильно переживать по этому поводу, и что она будет рядом, чтобы поддержать Луну и его самого во всем этом. В конце концов, она сказала Раду сделать все возможное, чтобы его сестра выжила. Вскоре Маниша подошла к своему старшему брату и попросила его стать защитником города, чтобы он мог перестать беспокоиться о ней. Хотя Рад видел, как у нее дрожат ноги, он передумал и стал духовным защитником города. Позже в тот же день Рад отправляется в город со своими новыми подчиненными Нин и Луной, которые держатся рядом с ним в качестве его защитников. Гордо шагая по городу, Рад вспоминает подробности своей встречи с Нин и Луной через несколько мгновений после того, как получил добро от своей сестры. Ободренный своими друзьями, Рад теперь чувствует необходимость спасти и Манишу, и свою сестру, и город Авансия в целом. Он обещает покорить лабиринт, чтобы все его мечты непременно сбылись. Для этого он собирается создать клан опытных воинов, которые помогут ему в его завоевании. Однако, пока он этим занимается, его вызывают другие авантюристы, исследующие лабиринт Авансии, точнее его бывшие соратники по партии. Добравшись туда, Рад встречает своих бывших коллег, которые вновь представляются как Лилия и Лили, недоверчивые сестры-близнецы, обладающие огромной силой, и рыцарь церкви Сугол, который одет как священник 90-х годов. Луна неловко представилась после встречи с бывшими коллегами Рада, и это заставило всех немного посмеяться над ее миловидностью. После необходимых представлений Рад увидел себя в их палатке, которая располагалась позади съемочной группы, и обнаружил того, кого он никак не ожидал увидеть в тот день, Кайгласа. Да, оказывается, Кайглас уже протрезвел после своих гнусных и гордых поступков и хотел извиниться перед Радом за то, что бросил его. Ушел с вечеринки, встав у него на пути. Нин, увидев единственного человека, которого она ненавидит, выходит вперед и отчитывает раненого и забинтованного Кайгласа за то, что ему пришлось вызвать Рада на встречу после того, как он был ужасно опозорен и изгнан из партии. Рад останавливает ее, чтобы она не наговорила слишком много гадостей Кайгласу, и подходит к человеку, который поставил его в самое неловкое положение за всю его жизнь. Он просит Кайгласа перейти прямо к делу и не ходить вокруг да около. Кайглас опускает голову на землю и рассказывает Раду о монстре, с которым они столкнулись накануне во время одного из своих приключений в лабиринте. По-видимому, на них напал разумный страж, и им пришлось выдержать удар разъяренного стража. Хотя страж казался гуманоидом, Кейглас признается, что не мог свободно общаться с ним. За это ему пришлось заплатить потерей конечности. В этот момент Кейглас стыдливо склоняет голову и смиренно предоставляет Раду возможность исследовать лабиринт. Рад немного шокирован осознанием этого. Но опять же, Кейглас довольно трезв после своих проступков. Поэтому он смущенно просит Рада закончить миссию за него. Лилия и Лиля очень переживают из-за его действий и немного смущают его. В конце концов, Кейглас напоминает Раду о тайном сокровище лабиринта, которое ему нужно, чтобы вылечить свою сестру. И дает ему понять, как сильно Рад помог ему тогда, когда они были вместе на одной вечеринке. Это так сильно трогает Рада, что он немедленно берется за работу и нанимает Сугала, Лилию и Лили для выполнения этой работы. Прежде чем позволить ему уйти, Кейглас перестанет грубить и извиниться за то, что заставил его пройти через такие сложные ситуации под его присмотром. Рад принимает его извинения и обещает лично устранить стража и принести честь вечеринке. С этими словами он отправляется в лабиринт Авансии со своим новым отрядом воинов и магов. Когда они приближаются ко входу в лабиринт, Рут призывает свою команду собраться с силами и смело идти вперед, чтобы они могли сразиться с разумным стражем и вернуть все в нормальное русло. Вскоре после входа в лабиринт Рут и его команда находят магический круг и наступают на него, чтобы телепортироваться на первый этаж лабиринта. Добравшись туда, Луна удивляется, что в таком лабиринте скрывается такая большая территория. После комплимента Солнцу и внешней мирской природе комнаты, Рад предупреждает ее, чтобы она не обманывалась неподвижным
неподвижным солнцем и богатой растительностью. Поскольку внутри лабиринта время и пространство обычно искривлены. Как таковые, там все происходит так, как будто ничего особенного не происходит. Примерно в это же время магический круг под ними исчезает, и Луна жалуется на это. К счастью, способность Нин «Прогулка по подземелью» набирает обороты, и она объясняет, в какой степени эта штука работает. Судя по всему, Нин может использовать свою способность «Прогулка по подземелью» для телепортации максимум 6 человек в другую комнату или локацию внутри лабиринта. И она сообщает об этом Луне. Послушав, как ее наставник рассказывает о ее способностях, Нин решает показать Луне заклинание аварийного выхода. Луна решает попробовать это заклинание, и у нее получается на удивление хорошо с первой попытки. Вскоре после этого появляются 3 конга-хамелеона, чтобы напасть на всех. Прежде чем они доберутся до них, Рат расставляет своих воинов на их позициях, чтобы они могли получить абсолютное преимущество в атаке и защите от тварей. Рут ставит Лилию и Сугала впереди, Нина и Лили сзади для поддержки и исцеления, а Луну помещает в среднюю позицию, где она может атаковать и защищаться от зверей. Может защитить каждого. Как только все займут свои позиции, Рут использует свое провоцирующее заклинание, чтобы настроить одного из хамелеон-конгов против него. Сугол, с другой стороны, использует свой щит, чтобы защитить остальных от второго. А что касается последнего, то Лелия берет на себя инициативу в атаке. Вместе Рат заставит свою команду выполнить его приказ и вовремя уничтожить конгов-хамелеонов. Пока все это происходит, разумный страж лабиринта наблюдает за происходящим из своего маленького помещения на 10-м этаже лабиринта. Он оценивает командную и индивидуальную силу Рада и членов его команды, чтобы понять, достаточно ли они сильны, чтобы справиться с ним. К счастью, они ему нравятся, и он надеется, что они доберутся до 10-го этажа, чтобы он мог сразиться с ними. Рад и его ребята не разочаровывают, так как они продвигаются от этажа к этажу, встречая опасных животных, таких как полевые зори, которые чуть не убили их. Рад следит за тем, чтобы он и его команда удерживали монстров достаточно долго, чтобы найти аварийный магический круг, который они могут использовать, чтобы выбраться из локации. И переходите на следующий этаж. Они используют ту же стратегию, чтобы подняться на следующий этаж, пока не доберутся до 9-го этажа. Поскольку до встречи с последним боссом крипов остался всего один этаж, Рад и его команда стараются сохранить как можно больше сил, чтобы не упасть как цыплята. При встрече с последним боссом крипов. Разумный страж. На 9-м этаже Рад и его ребята решили сделать передышку, чтобы отдохнуть от накопившегося стресса. На фоне всего этого Рад становится очень трезвым и извиняется перед своими людьми за то, что из эгоистических соображений заставил их пройти через такие сложные ситуации. Удивленные его извинениями, Нин и другие дают Раду понять, что им доставляет удовольствие помогать ему с сестрой, и он никогда не должен думать, что они его бросят. В противном случае, с помощью этого они затаскивают Рада в магический круг и поднимаются с ним на 10-й этаж. Когда Рад и его ребята добираются до 10-го этажа, их встречает разумный страж, который аплодирует им за то, что они достаточно сильны, чтобы он мог сражаться. Он приветствует их в лабиринте и устраивает впечатляющую демонстрацию молнии и грома, прежде чем назвать группе свое имя, которое оказывается Мариусом. Услышав свое имя, Рад жалуется, что страж находится на 5-м этаже. Но затем Мариус говорит им, что ему пришлось подождать на 10-м этаже, чтобы ему не пришлось сдерживаться и драться с ними. Пока небеса вокруг них сотрясают молнии и раскаты грома, Мариус обещает показать им всю свою силу. Секундой позже он выхватывает меч и бросается на Рада, который блокирует его атаку. Мариус слишком впечатлен блоком Рада, поэтому он решает показать ему всю свою мощь. Рад пытается вразумить его, но опять же Мариус уже зашел слишком далеко. Он встает на колени и призывает свои фиолетовые миазмы, чтобы защитить свою дьявольскую сущность. Рад координирует несколько атак со своей командой и запускает серию атак на Мариуса, который блокирует большинство из них. После того, как он защитился от их надоедливых атак, Мариус решает превратиться в свою истинную форму, и он делает это без промедления. Всего за несколько секунд красивый дьявол по имени Мариус превращается в скелет в одежде, обладающий огромной силой. Он атакует грубияна всем, что у него есть, и в итоге истощает значительную часть энергии своего щита. Вскоре Лилия и Лили по очереди атакуют Мариуса. После того, как он уклонился от нескольких ударов монстра, Сугол вступает в игру и заменяет грубияна, прежде чем сразить его. Сугол получает несколько ударов, и его поглощающий щит уменьшается до 900. Рад видит это и меняет свою стратегию атаки и защиты. На этот раз атака сработала просто отлично, в соответствии с планом Лили, разработанным еще тогда. С этого момента это становится битвой на выносливость и мужество, чтобы сражаться до конца. Луна почти сломала характер, но получив небольшой толчок в нужном направлении от Лили, она наращивает свои силы и сражается с монстром изо всех сил. Рад пользуется этим и использует свой навык преобразования жизни, чтобы превратить весь урон, который он получил до сих пор, в большой и эффективный. Мощная атака. Казалось, что это не нанесло большого урона, но с другой стороны Рад все еще верил, что Мариус падет в результате еще одной атаки. Однако, к его удивлению, Мариус сбрасывает свою старую кожу и уничтожает ее, чтобы продолжать сражаться со своими врагами. Лилия падает в обморок от истощения
решение, а Сугал снова получает удар от Мариуса. Это заставляет Руда пересмотреть свои решения и команду. В конце концов, он решает, что их жизни не стоит такого риска и советует им отступить. Для Нин становится шоком то, что она делает шаг вперед и внушает Раду хоть какие-то здравые мысли. Довольно скоро появляется Сугул и укрепляет его решимость сражаться насмерть бок о бок с Рудом и остальными, даже если это означает потерять свою жизнь. Рад становится настолько эмоциональным и воодушевленным борьбой за свой народ, что умоляет их всех помочь ему. Лилия и Лили сливаются в одну личность, Лилию Ли, и осыпают большое тело Мариуса ударами своего меча. Нин и Луна также присоединяются, чтобы убедиться, что они ослабляют Мариуса достаточно сильно, чтобы Рад смог провести успешную атаку. Вскоре после этого Рад получает преимущество и использует еще одно заклинание преобразования жизни, которое, похоже, ничего не дает. Мариус использует тот же импульс, чтобы вернуть урон Раду. Рад получает урон и немедленно использует его, чтобы уничтожить Мариуса в последней атаке. После атаки Мариус вынужден вернуться к своему нормальному состоянию. Он признает свое поражение, садится и ждет, когда грубиян покончит с ним. Рад, однако, встает на колени и просит у Мариуса тайное сокровище лабиринта, которое, как говорят, может исполнить любое желание. Мариус лезет в карман, достает маленький волшебный камень и отдает его Раду. Рад забирает камень и обещает передать его нужному человеку, когда придет время. Исполнив его желание, Мариус просит Рада покончить с ним так, как он должен. Вместо этого Рад протягивает руку дружбы и просит Мариуса продолжать наблюдать за лабиринтом, пока он будет охотиться. Мариус пожимает ему руку и обещает, что все будет сделано соответствующим образом. В тот же вечер Рад возвращается домой и дает Манише волшебный камень, который поможет ей исцелиться. Маниша пытается быть скромной, но опять же Рад говорит ей, чтобы она использовала его для себя, потому что она единственная причина, по которой он был там в первую очередь. После этого Маниша получает камень и использует его силу, чтобы пожелать себе исцеления. Когда дело сделано, к Манише возвращаются силы, и она начинает прыгать по комнате, как счастливая маленькая девочка. Рад расплакался и обнял свою сестру, которая сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. В конце Маниша благодарит своего старшего брата за помощь и желает ему только самого лучшего. На следующее утро Мариус неожиданно навещает Рада и назначает его следующим хранителем нового лабиринта в Авансее. Потрясенный этим, Рад игнорирует просьбу Мариуса назначить его следующим хранителем нового лабиринта в Авансее и отправляется в город, чтобы проверить авантюристов. Добравшись туда, Рад испытывает еще один шок, обнаружив десятки авантюристов, разбросанных по улице и спорящих из-за охоты на филдозавра, чудовище, которое живет в лабиринте. Он немного жалуется на то, как все стало хлопотно, и начинает думать о возможном решении этой проблемы. Как раз в этот момент появляются Бэу и Герли, оба лидера Клыка Черного Дракона и Когтя Белого Тигра, чтобы поприветствовать лидера своей партии Рада. Они объясняют, с каким стрессом Рад был вынужден столкнуться, имея дело с этими авантюристами, а затем спрашивают его, не нужна ли ему их помощь в решении некоторых проблем. Разные вещи. Рад ценит их предложения и просит их помочь ему сделать что-то, что осталось невысказанным. С этими словами Рад возвращается на свою конспиративную квартиру и обнаруживает Нин, сидящую в вестибюле и поедающую что-то запрещенное цензурой. Нин замечает грустное выражение лица Рада и спрашивает, все ли с ним в порядке. Рад подтверждает, что так оно и есть, и Нин переходит к разговору о пользе монстров филдозавров для экономики города. После того, как мы назвали довольно много из них, становится ясно, почему в ближайшее время всем захочется заполучить тушу филдозавра. Чтобы поддерживать порядок, Нин упоминает, что им понадобится больше людей в их клане, чтобы управлять всем этим. Род согласен с ее мыслями и упоминает несколько достойных кандидатов, которые будут назначены ответственными за управление кланом. В настоящее время Маниша занимается оформлением документов для клана. У Лилии нет никакого опыта в обучении людей искусству боя. Однако во время последней встречи с Радом она предложила им заключить союз с другим кланом. Этот союз, однако, должен быть заключен на равных условиях с новым кланом. И для этого Рад должен предложить клану что-то выгодное, чтобы они не пытались навязать ему роль лидера клана. Судя по тому, как мало их в их нынешнем клане, Рад должен что-то придумать, чтобы их не бросили под автобус. На данный момент все, что они могут предложить, это боевая мощь. И Рад дает понять Нину, что им как можно скорее нужен менеджер, чтобы выглядеть как настоящий клан в глазах других, более сильных и крупных. Нин очень впечатлен тяжелой работой Рада и говорит ему, что клан может взорваться и стать большим кланом в кратчайшие сроки. Вместо того, чтобы согласиться и отпраздновать вместе с ней, Рад замечает разочарованное выражение на лице Нин и спрашивает ее об этом. К его удивлению, Нин выпаливает то, чего он никак не ожидал от нее услышать. Она говорит Раду, что разочарована, потому что у нее больше не будет возможности побыть с ним наедине, и для нее это гораздо хуже, чем быть исключенной из клана. Услышав все эти слова от Рада, его лицо краснеет от смущения, и Нин просит его использовать ее для блага клана. Повышение по службе, если того требует ситуация. Рад знает, что это будет плохой идеей, и он запрещает этому когда-либо происходить. Нин становится очень застенчивым и пытается произнести какие-то слова, но опять же Мариус
появляется во второй раз за день и просит Руда снова управлять лабиринтом. Грубиян снова отказывается и говорит ему, что он слишком занят, присматривая за городским лабиринтом. Мариус спрашивает, может ли он присоединиться к клану и помочь управлять им. Но опять же Руд настроен скептически и спрашивает Мариуса о его ненависти к людям. Мариус дает ему понять, что ненависти к людям не существует, так что нет никаких проблем с тем, чтобы он справлялся с ними, пока управляет лабиринтом. На данный момент у Рада не было выбора, так как он также отчаянно нуждался в члене команды. Он уступил желанию Мариуса и попросил его отвести его в лабиринт, чтобы он мог научиться управлять одним из них. Мариус с радостью берет Рада с собой в лабиринт, чтобы они могли начать учиться управлять одним из них. Добравшись до лабиринта, Рад обнаруживает нескольких искателей приключений, стоящих у входа, и приходит в замешательство. Мариус зовет его в какое-то секретное место и открывает портал, который переносит их обоих в комнату управления всем лабиринтом. Всего через несколько секунд Руд появляется в жилом помещении Мариуса и начинает осваивать азы управления лабиринтом. Мариус показывает ему систему управления, на которую выделено около 530 баллов, и объясняет, как их обновлять. Он говорит Раду использовать монстров, которых он собирается создать с помощью очков, чтобы уменьшить поглощающий щит авантюристов, а также следить за тем, чтобы монстры время от времени воспроизводились. Нужно время, чтобы их численность не стала слишком низкой, чтобы с ними можно было справиться. Он также показывает Раду элементы управления, позволяющие изменять конструкцию лабиринта. Из всего, что он слышал от Мариуса, Рад спрашивает, получит ли система управления больше очков, если его поглощенный щит будет поврежден. Мариус обдумывает свое предложение и решает попробовать его на практике. Чтобы проверить их теорию, Мариус создает копию гоблина где-то в лабиринте и передает ее искателям приключений. Гоблин в итоге пугает всех, и Рад ругает Мариуса за это. Двигаясь дальше, Рад спрашивает Мариуса, может ли он воспроизвести других монстров, кроме гоблинов. Мариус говорит ему, что действительно может, а затем показывает список монстров, которых он мог бы воспроизвести в тот же момент. Он также советует Руду попытаться установить доверительные отношения с монстрами, чтобы они могли помочь ему в трудную минуту. После этого Мариус нажимает кнопку на интерфейсе и показывает Руду ультраредкого монстра Кицуна. Рад приходит в шок от того, сколько очков стоит такой монстр, и спрашивает, можно ли что-то с этим сделать. Посмеявшись и подразнив Рада, Мариус показывает ему систему розыгрыша призов и объясняет, как получить оттуда случайных монстров, в том числе самых редких. Мариус отходит в сторону и просит Рада попытать счастье. Рад подходит поближе к системе и нажимает на кнопку лотерейного автомата. Как раз в этот момент из маленького озера творения перед ним выныривает симпатичный маленький слизистый монстр, который сразу же начинает ему нравиться. Имея в руках такую новую информацию, Рад начинает строить планы по созданию монстров S-ранга, чтобы повысить ценность лабиринта. Для него сведение количества монстров, появляющихся в лабиринте, к минимуму ключ к тому, чтобы авантюристы продолжали пребывать. Слизняк замечает, что Рад игнорирует его и атакует его в грудь, чтобы наказать за это. Затем он подходит к Раду, который лежит на земле, и делает милое лицо, чтобы тот простил его. Рад гладит слизь и наконец соглашается на просьбу Мариуса. Он обещает также подумать о том, что можно разместить в лабиринте, чтобы привлечь больше искателей приключений. С Мариусом, похоже, все в порядке, так что он дает Раду добро. Что касается слизистого монстра, Мариус отдает его Раду и просит забрать с собой, когда будет уходить. Рад заканчивает сеанс с Мариусом и возвращается домой, чтобы встретиться со своими людьми. Вернувшись домой, он застает Луну и Менишу вместе и знакомит их со слизью. Поначалу они оба пугаются и начинают защищаться, когда обращаются с этой штукой, но в конце концов они проникаются симпатией к своему новому питомцу и относятся к нему как к своему собственному. Внезапно Минацея начинает трогать его и приходит в изумление от того, какой он милый. Когда пришло время дать слизняку имя, Рад запнулся, не зная, что сказать. Луне стало немного любопытно, и она спросила Рада, почему ему так трудно придумать имя для их нового питомца, хотя он не так уж сильно сопротивлялся, когда давал ей это имя. Именно тогда Маниша проболталась и прямо сказала Луне, что Рад выбрал это имя для нее только потому, что он был, держа в руках лепесток Лунафии. Эта мысль немного раздражает Луну, но опять же Рад подумал о Лайме и назвал слизистого монстра Лаймом. Несколько часов спустя Бау и Герли возвращаются в крепость своего клана, чтобы сообщить о своих находках своим хозяевам. Они также обязательно обсуждают с ними альянс, который хотел создать Руд, чтобы они могли получить ответы на свои вопросы. Выслушав все, что хотел сказать Бау, помощник главы клана прямо говорит ему отклонить предложение. Лидер клана советует ему немного подождать, прежде чем отклонять предложение. В это время лидер клана Герли одновременно хвалит мастерство Рада и велит своему слуге пригласить Рада на бал, который состоится очень скоро. Через несколько дней после получения приглашения Рад и все его люди прибывают в город Келет. Во-первых, Рад благодарит Лилию и Лили за то, что они приехали с ними в город, а затем смешивается со своими людьми, чтобы они могли познакомиться с атмосферой города. Мариус замечает два запечатанных конверта в руках Рада и спрашивает его об этом. Несколько дней назад, получив конверты, Рад показал их своим людям и сказал, что это письма двух величайших кланов во всей стране. В то время как Луна и Маниша заискивают при мысли о том, что их пригласят на бал,
Нин разгадывает их планы и просит Рада о помощи. Объяснение. Рад сообщает им, что их просьба о союзе была отменена. Мало того, великие кланы поставили им условия, если они захотят вступить в союз. Для начала Раду и его партии придется служить под их началом, а также отдать им в пользование популярную святую Нин. Раду это совсем не понравится. Но с другой стороны, он дает Нин понять, что не собирается принуждать ее к чему-либо. Нин спрашивает его, что бы он сделал, если бы она захотела, чтобы он помешал ей присоединиться к другим кланам. И Рут говорит ей, что он собирается исполнить ее желание и помешать ей присоединиться к другим кланам. Другие кланы любой ценой. Это вызывает у Нин легкую улыбку, и она разрешает продолжить встречу. Рад переходит к тому, чтобы предупредить своих людей об опасностях, которые ждут их впереди. Даже сейчас он упоминает, насколько важно для него придерживаться своих истинных намерений и обязательно обсудить это с двумя лидерами кланов. Этим Мариус говорит в первый раз с начала встречи. Он упоминает важный факт о Келеде, стране, в которую они направлялись, и говорит им, что в лабиринте Келед он нашел еще одного разумного стража, точно такого же, как он. Рад и остальные были немного удивлены этим, но потом приняли это во внимание. Рад подумывает о том, чтобы найти в лабиринте еще один волшебный камень и использовать его для дальнейшего лечения болезни своей сестры. Кроме того, Нин где-то слышал, что два великих клана смогли добраться только до 50-го этажа и не смогли продвинуться дальше. Услышав это, Рад рассказывает о сильных членах своей команды и в конце концов понимает, что они достаточно сильны, чтобы отправиться в приключение в килевидный лабиринт. Перенесемся в ночь бала. Рад и Мариус готовятся к балу и ждут несколько минут, пока девочки придут в себя. Появляйтесь в их нарядах. Когда пришло время появиться девочкам, все они обратили на себя внимание окружающих мальчиков, особенно Рад, который был просто ошеломлен красотой Нин. Он пялится еще больше, когда видит Лелию, мужественную девушку, одетую в женственный наряд. После того, как они полюбовались друг другом, они все идут в зал, чтобы посмотреть на бал. За несколько мгновений до начала бала они заводят друг с другом небольшую светскую беседу об обоих кланах, пока зал не начинает заполняться. Люди узнают святую леди Нин и даже заходят так далеко, что называют ее лидером клана. Нин, которая была с настоящим лидером клана, обиделась на это и велела Раду показать им всем, кто здесь главный. Рад согласен с ее мнением, но опять же он сохраняет хладнокровие и решает не устраивать сцен. К счастью, Мариус, клоун группы, был там, чтобы разрядить ситуацию, когда он подошел и предложил угостить их едой. После того, как они поели и выпили в волю, свет гаснет, и на сцене появляется Айк, заместитель лидера The Black Драконий Клык, и Синтия, заместитель лидера Когтя Белого Тигра. После того, как они представились друг другу, они пригласили на сцену специального гостя, леди Сент-Нин. Когда Нин оказывается в центре внимания, она обнимает Рада и просит его сопровождать ее на сцену, что он грациозно делает. Айк открывает свой грязный рот и опрометчиво говорит о том, что Нин станет авантюристкой. Нин говорит ему, что хотела посвятить себя приключениям с тех пор, как себя помнит. Айке становится любопытно, и он спрашивает ее о человеке, который следит за сценой. В этот момент Рад берет инициативу в свои руки и называет себя лидером клана Нин. Айки ведет себя очень неуважительно и называет грубияна членом отряда павших героев, у которого нет возможности заявить о себе. Что еще хуже, он дает Раду понять, что именно он посоветовал Каю Глоссу выгнать его из отряда тогда, когда тот слишком много жаловался на его бесполезность. В конце концов, Айк, похоже, считает, что танки не нужны в рейде по лабиринту, поскольку они якобы защищают свои команды, ничего не делая. После того, как он сказал эти ужасные вещи о Раде, Айк проигнорировал его и пошел просить Нин присоединиться к их клану. Синтия вмешивается, чтобы сказать ему, как сильно им всем нужен Нин в их команде. Рад замечает завязавшийся спор и останавливает их на полпути. Он говорит им прекратить ссориться из-за Нин, так как он не позволит никому из них заполучить ее ни на йоту. Айк снова ведет себя очень неуважительно и даже пытается заключить сделку с Радом, чтобы обменять Нин, но тем не менее Рад стоит на своем и говорит всей толпе, что он здесь для того, чтобы вступить в союз с двумя другими великими кланами. К этому времени Айк уже громко смеется и дает понять, что не может доверять клану, возглавляемому танком, так что Раду не стоит даже беспокоиться. Пока это происходит, толпа хохочет до упаду. С этими словами Нин выходит на сцену и называет Рада самым сильным танком в мире и даже заходит так далеко, что приглашает всех желающих сразиться с ним. Рад берет микрофон и рассказывает всем о своих планах добраться до 51-го этажа лабиринта, что даже оба великих клана не смогли бы этого сделать. Поднимайся. И в этот момент, черт возьми, настоящий лидер клана Черного Клыка Дракона выходит из тени, чтобы представиться человеку достаточно сильному, чтобы совершить набег. Келедский лабиринт. Он пожимает руку Раду и показывает ему, кто здесь главный. Затем он берет микрофон и говорит всем, что готов стать его союзником. Затем он передает микрофон мисс Лютель, лидеру клана Коготь Белого Тигра, которая говорит то же самое. Теперь все, что Раду нужно сделать, это добраться до 51-го этажа лабиринта, чтобы не опозориться еще больше. После бала той ночью Мариус, который спит в одной комнате с Радом, обещает заступиться за Рада и позаботиться о том, чтобы его ненавистники съели свои слова, появятся очень скоро. Вскоре после этого он уходит и оставляет Рада одного. Рад находит девочек в коридоре и встречается с ними. Нин благодарит его за то, что он спас ее там на сцене, и уходит в свою комнату к Луне. Когда они уходят от него, Рад молится о том, чтобы достичь своей цели и в кратчайшие сроки